Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и сегодня в этом видео мы с вами будем рассуждать и смотреть, конечно же, очередной фракционный модуль – Диверсанты. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Получаем мы это дело у этого персонажа. После 4 недель поддержки данной фракции открывается доступ к лазеру Диверсант, среднему импульсному оружию, вызывающему, помимо прочего, поломки в модулях. То ли локализация хромает, то ли что еще. Там не поломки в модулях, работает немножко по-другому. Ну давайте-ка сначала сравним характеристики обычного варианта и фракционного. Ну так просто, чтобы было понятно, что и как. Смотрим. По силовой диверсанты жрут чуть больше, 0,7 против 0,6. По урону в секунду обычный импульсный 12,1, эти 4,7. Меньше. Но урон тоже, естественно, меньше. Тяга распределителя при этом больше чуть ли не в 2 раза. Тепловая нагрузка тоже больше. Бронебойность точно такая же. Максимальная дальность, радиус полного урона идентичны. Скорость стрельбы в 2 раза меньше. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну и да, естественно, эти пушки второго размера. Сразу говорю, работать этим лазером и вырубать модули не получится, пока у вашего противника есть щиты. Поэтому щиты нужно будет снять всеми известными способами. Плазма, зажигательные многостволки, торпеды, да и куча чего еще. Попробуем работать вначале по внешнему оборудованию, по орудийным гнездам. Получится, не получится, фиг его знает, вырубится, не вырубится. Целостность у нее падает, мы попадаем, но она не отключается, как видите. Стреляет, стреляет и продолжает стрелять. Давайте попробуем что-нибудь другое. Скажем, движки. Попробуем работать по движкам. Не просто так мы находимся на планете. Ну, у планеты. Ну, чудо пока не происходит, но должно. Вот теперь чудо произошло. Корабль падает. Дергает, потому что, я не знаю, видимо, что-то с сервером. Но корабль падает вниз. Интересно. Давайте-ка еще раз попробуем это дело протестировать на орудийном гнезде. Если лазер перестанет стрелять, значит все. Эта штука работает на пушке. Но что-то пока магии не происходит. При этом даже, что странно, не падает целостность у этого лазера. Хоть я по нему и накидываю прям прицельно. Но при этом на голограмме этого корвета видно то, что я попадаю туда. Что-то неясно, что-то непонятно. Какая-то магия неясная. Тот лазер, который был внизу, получал урон. Этот не получает. Может, какой-то прикол корвета, либо какого-то рассинхрона непонятного. Не знаю, что это такое. Давайте-ка постреляем по силовой. В чем прикол? Вырубится все. И маневровые двигатели, и непосредственно пушка. Работает. Корабль начал падать. И там что-то включается, запускается. Давай-ка еще разок. Просто как часто работает этот эффект? Либо лучше показать, когда я буду находиться в корабле, чтобы стреляли по мне. Опа. Снова сработало. Блин, прикольная пушка на самом деле. Мерзкая и противная, и прикольная. Что ставить из улучшений у инженера? Повышать ли урон? Нет. Повышать скорострельность может быть, чтобы это дело, может быть, часто сработало. Либо вообще делать дальний бой, чтобы можно было накидывать это дело на большое расстояние. Все бы было бы прекрасно, конечно, если бы у улучшения скорострельности не было добавочного колебания, поэтому рекомендую все же ставить дальнобойное орудие, что по экспериментальным эффектам вариантов не особо много. К примеру, эмиссионные боеприпасы. Снаряды, выпущенные из орудия с этим экспериментальным улучшением, при попадании покрывают цель энергетическими частицами, увеличивающими ее сигнатуру. Но против кораблей с холодными фитами, плюс лазер стреляет исключительно прямо,
Вы можете включить даже ночной вид, когда ночью корабль этот не видите, по нему шмальнуть, будете его видеть и стрелять уже непосредственно по нему наводкой с упреждением с помощью другого вооружения. И когда упадут щиты, колупать ему силовую, двигатели, ну, другие внутренние модули. Как вариант. А еще как вариант, отключающая сетка. Экспериментальное улучшение, благодаря которому снаряды, попавшие в корпус цели, иногда будут вызывать сбой в работе ее случайного модуля. О как. Звучит прикольно. Как по мне. Сейчас делаем следующее. Меня будут бить в силовую одним таким лазером, двумя такими лазерами одновременно и одним таким лазером с экспериментальным эффектом. Посмотрим, будет ли разница в плане количества вырубаний из силовой за определенное время. Это все будет на видео, естественно, все будет ускорено. И здесь запечатлено, чтобы потом не было вопросов, когда будут подводиться итоги и так далее. И еще важный момент, поскольку стрелять будут в силовую, силовая может сбоить, когда у нее будет хпшечка падать. Сама силовая бронированная. И еще есть усилители модуля. 5, 4, 3, 2 и 1, если не ошибаюсь. Много, короче. Время в правом верхнем углу будет вам подсказкой, так что, в принципе, сейчас, как я стрельну, по мне начнут работать. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 раз за 3 минуты в итоге. Силовая не сильно покорёбана, так что все честно. Давайте-ка теперь по-другому делать. Теперь по мне стреляют двумя. Раз. Если что, такое отображение, потому что я поставил модули сверху. Еще раз. Вот про что идет речь, потребление выросло. И еще раз, третий уже. 4-й раз. Практически без остановки вылетает. 5-й получается. 6-й раз. И еще раз 7-й. Оно реально без остановки вырубает меня. 8-й. 'И еще раз, я уже запутался. Вроде бы это 8-й или 9-й. И еще раз 9-й или 10-й. Но уже заметно то, что более активно все это дело вылетает. Либо мне так кажется. И снова. Только она запускается и снова вырубается. И еще разок. Ну, 3 минуты прошло, я потом на монтаже посмотрю, что и как, потому что, по моим личным ощущениям, выносится прям без остановки. И еще раз она, естественно, вынеслась. Давайте пробовать другое. Я отключил те пушки, которые я поставил, чтобы силовая жрала побольше, чтобы меня было лучше видно с расстояния, потому что сводиться было сложно на меня. Усилители модуля оставил, все оставил. Сейчас по мне работают одним диверсантом с экспериментальным эффектом. Силовая сразу вырубилась нафиг. И должно вырубаться что-нибудь рандомно еще. И это будет у нас в правом верхнем углу. Вот. Еще раз, 2-й. 3-й. 4-й. А вот сейчас кажется то, что как будто так же вылетает. Когда стреляют одним, как и двумя. Вот и распределитель питания вылетел. Рандомным образом, обратите внимание. И снова силовая. Снова силовая. Распределитель питания вылетел. И силовая вылетела. Снова силовая. Такое ощущение, что один, что два таких лазера работают одинаково.
Еще раз силовая. И снова здравствуйте. Что-то как-то рандомные модули особо часто-то не вылетают. И снова здравствуйте. Я почему-то думал то, что рандомные модули будут вылетать гораздо быстрее, но зато мы знаем то, что они работают совместно, что фракционный модуль, что это экспериментальный эффект, потому что распределитель вылетал вместе с силовой и снова силовая. И еще раз. Ну, примерно одно и то же, что одна пушка, что две, а вот экспериментальный эффект я особо на себе не почувствовал. Правда, вот распределитель энергии зашифрован, что и не понял, что за фигня. В общем, суть ясна. В плане этой пушки и экспериментального эффекта. Прикольно, мерзко, противно. Пушечка интересный, эффект интересный, экспериментальный эффект интересный, работает непонятно как в плане экспериментального эффекта, фракционка отрабатывает порядочно и очень хорошо по силовой. Практически по КД. Сразу она восстанавливается и сразу накидывает выключение. Удобно, прикольно, но пушка второго размера, низкий урон, ниже чем у обычной пушечки такого же типа. При этом урон особо сильно не бустануть ей. А щиты нужно как-то снимать противнику, прежде чем развлекаться этой штукой. Не знаю. Лучше бы, наверное, поставить вторую рельсу. Ну, типа, представим, у вас корабль, есть рельса второго размера на сбитие банки, и вот такая вот пушка, которая будет работать по силовой. Наверное, все же будет лучше взять еще одну вторую рельсу на сверхпробитие, чтобы вышибать силовую, чтобы пробивать корабль насквозь, вырубать маневровые двигатели и прочие приколы. Если вы хотите кого-то достать, побесить, и чтобы человек нервничал и рвал на себе волосы, то да, эта пушка определенно для вас. Хватаете кого-то, снимаете щиты и просто вырубаете силовую. Человек не может от него варпать, ничего, а вы летаете рядом, глумитесь над ним, не знаю, снимаете что-нибудь. Ну, так обычно канкеры делают. Как-то так по поводу данного модуля. Куда его ставить? Наверное, только если на большие корабли, потому что там большое количество орудийных слотов. Можно по приколу воткнуть это дело, не знаю, на Чифтейн, но там, что у нас, 3 единицы, 2 двойки, 1 тройка. На Фердиландс 4 двойки, 1 четверка. У Мамбы вообще вторых слотов нету, есть 3, 1 и 4. Крайты, только если МК-2, там 5 слотов, у Фантома 4. Спорная пушка, в копилочку пусть будет, но на постоянное использование я это дело вам не рекомендую. И да, извините то, что пришлось вставлять эти моменты, как меня бьют на протяжении 3 минут в ускоренном виде, но просто нужно, чтобы было это дело наглядно, что я все показал, рассказал, и чтобы у вас не было вопросов. Кое-что пришлось снести на моменте монтажа. Следующая ситуация. Корабль получает 10 секунд невосприимчивости к такому эффекту, если такой эффект срабатывает. Ну и прочая информация с Википедии. Но как видели, с силовой прям беда. Она вырубается, восстанавливается и сразу прилетает еще. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасно. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет, хотя вряд ли. Сейчас очень много работы, дел и всего прочего. Всех обнял, до встречи.